Всем привет, ребят! Сегодня мы смотрим на очень такие необычные, интересные кроссовки от Puma. Моделька Powerframe OP1 Equinox Trainers. Вот такое вот длинное название. Простите за мой искаженный английский и, возможно, неправильное произношение. В целом, при переводе всех этих слов, Powerframe, по сути, самое главное название этих кроссовок, благодаря этой же технологии, которая установлена в подошве, переводится как электрон, стойка, питание, включателя, то есть это уже как бы странно. OP1 это по сути синтезатор, сэмплер устройства, а также Equinox это переводится как равнодействие. Довольно интересное и длинное название у этих кроссовок, на мой взгляд, собственно говоря, как и сами кроссовки. Коллекция осень-зима 2021 года, сделаны они во Вьетнаме. Дизайн очень необычный, так как имеется пластиковая контрастная вставка в пятке, которая, собственно говоря, как бы разрезает эту подошву и выступает за пределы ее. Кроссовки довольно массивные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, выражайте свое мнение. Любой активности буду рад. Но самое главное, это подписка справа в углу. Жмякаем, прямоугольничек, кружочек, и все будет окей. По верху, если пройтись, мы можем увидеть здесь 85% это текстиль, многослойный, имеются разные материалы, это атласный текстиль плотный, это сеточка, причем она здесь идет два слоя, разные настрочные материалы, мы можем увидеть формстрип, который здесь именно нашит, а также 15% используется это натуральная кожа именно в носке, с интересными прорезями, и также имеется Puma прорезиненная накладочка на задничке. Шнурки обычные, круглые, текстильные. Язычок выполнен в интересной форме, как ласточкин хвост, который отлично обхватывает лодыжку, и сидят они довольно комфортно. Правда, язычок такой немножко коротковатый, но в целом это не мешает. Обычные отверстия по шнурочке имеются, также вставочки из материала, я так понимаю, кожи, судя по всему. Прорезиненные вставки. Также мне нравится, что здесь идет именно воротничок с кантиком прошитым. Достаточно аккуратно все это дело выглядит и интересно, на мой взгляд. Если мы заглянем вовнутрь, мы можем увидеть стельку контрастную, бирюзовую под цвет, собственно говоря, пластиковой вставки. Сама же стелька стандартная, гелевая, достаточно мягкая. Основная стелька здесь из текстиля по стандарту для Puma. Прошита, скорее всего, и проклеена. По мягкости не скажу, что хорошо прожимается, но более чем достаточно. Стелька имеет небольшую супинацию. Текстиль весь в принципе мягкий, продувается, наверное, чуть больше среднего, ну примерно вот 50% точно можно сказать, что в носке проходит очень даже не дурно. Если же взять задник, то он наполнен средненько. Кроме яркой вставочки также есть петелька, которая здесь прошита на язычке. Как бы такая текстильная лента, она отсвечивает немного в темноте. Пластиковая вставочка, которая разрезает эту подошву, она здесь проходит вплоть до средней части, причем достаточно твердая и не дает как бы на скручивание кроссовкам сильно поддаваться. Подошва Цмева, то есть это разновидность Эвы, только прессованная. По мягкости чуть ниже среднего, но достаточно неплохо получается, ну, ее хватает, скажем так, особенно в пятке. Со временем могут остаться заломы, полосочки, зажимы, или как можно назвать. Также пластиковую вставочку, но мне кажется, ее либо уже отделили, так как она в другой цвет, просто проклеили спереди. Резина идет снизу, также достаточно такая ярко выраженная, толстенькая, имеет интересный рисунок, всякие там треугольники и ромбики. Это все выглядит довольно интересно. Плюс название технологии, брендинг, выемка в пятке. Также мы можем увидеть тиснение Puma Герцогенауры, или как это правильно произносится, где находится, собственно говоря, штаб-квартира. Если посмотреть их на ногах, особенно сверху, они напоминают мне какие-то копытца, выступает как в носке, так и в пятке подошва. Это все выглядит довольно интересно и в целом, не знаю, меня цепляет этот дизайн.
То, что я говорил, язычок хорошенечко обхватывает. В целом они сделаны словно по анатомии ноги. На заломы, так как это кожа, я думаю, ничего не произойдет. Текстиль также должен быть более чем прочный. Но шнуровать советую, опять же таки, добротно, чтобы они держались на ногах. По мягкости не скажу, что сильно прожимаются. Вот средние кроссовки на повседневную носку самое то. Есть различные цвета, яркие, серые, белые, с синими вставками. И это тоже довольно круто. Но вот этот цвет, мне кажется, самый такой универсальный будет и ходовой.